Скандальная фигуристка прошлась по внешности Тутберидзе. А ты на себя в зеркало смотрела? Канадка опускается все ниже, пытаясь задеть тренера российских чемпионок. Вклад тренера Этери Тутберидзе в развитие женского одиночного фигурного катания колоссален. Она воспитала уже не одно поколение чемпионок крупных международных соревнований. Но тренерскую работу специалиста назвать спокойной не поворачивается язык. Вокруг ее персоны постоянно случаются скандальные ситуации, которые не всегда бесследно проходят для репутации тренера. Иногда Этери Георгиевне прилетает оттуда, откуда совершенно не ждали. Я ведь целый год каталась с переломом. Новую громкую историю с участием Тутберидзе спровоцировало интервью ее бывшей ученицы Алены Косторной, которая рассказала об этапах своей спортивной карьеры. В нем фигуристка заявила, что практически весь сезон 2018-2019 каталась с переломом, который доставлял ей много боли. Я ведь целый год каталась с переломом, когда была в юниорах. Была сломана малая берцовая кость левой ноги. Сначала мне долго не могли поставить диагноз. Соответственно, тренировалась я в обычном режиме, и снизить нагрузку тренеры позволили только перед юниорским первенством мира. Это правда уже не могло повлиять на общую ситуацию. Я к тому времени не могла ходить, на одной ноге до зала прыгала, сказала Алена в интервью. Все это время спортсменка пользовалась обезболивающими, правда, эффект от них постепенно уменьшался. В итоге от поездки на мировое первенство среди юниоров, к разочарованию Косторной, пришлось отказаться. Эти слова чемпионки Европы широко цитировались в англоязычной прессе. Ситуация с травмой Алены сильно задела тонкую душевную натуру канадской фигуристки Кейтлин Уивер, которая не нашла ничего лучше, как оскорбить Тутберидзе. При этом трехкратный призер мировых первенств решила пройтись не по методам работы российского тренера, а по ее внешности. «Продолжайте говорить мне, что сестра Лапши не несет ответственности», написала фигуристка в Твиттер, приведя выдержку из интервью Косторной про обезболивающее. В таком грубом сравнении, употребленном Уивер, угадывается недвусмысленный намек на прическу Этери Георгиевны, голову которой в последнее время украшают вьющиеся золотистые локоны. «Я больше никогда не хочу видеть Этери». Канадка Кейтлин Уивер, титулованная фигуристка. За годы своей карьеры она добилась серьезных успехов в танцах на льду в дуэте с Андре Паже. Трижды они завоевывали медали чемпионатов мира. Но биография спортсменки за пределами льда весьма неоднозначная. В прошлом году она призналась, что не считает себя женщиной, а является квир-персоной, не относя себя ни к одному общепринятому гендеру. Если обратить внимание на социальные сети Кейтлин, то можно увидеть, что фигуристка практически всегда чем-то недовольна. Она регулярно публикует негативные посты в адрес людей из мира фигурного катания. Уивер не стесняется критиковать ИСУ по поводу и без. Достается даже комментаторам турниров, которые, по мнению спортсменки, непрофессионально выполняют свою работу. Не обходит вниманием Уивер российский спорт и фигурное катание, в частности. Во время недавних Олимпийских игр в Пекине фигуристка разразилась жесткой тирадой по ситуации с Камилой Валиевой. В ней каждое слово было пропитано гневом к нашей стране и российским спортсменам. Временами Кейтлин буквально теряла связь с реальностью, утверждая, что атлеты из России на играх в Сочи едва ли не на глазах у всех принимали запрещенные препараты. Я выступала на Олимпиаде 2014 года. Я каждый день ходила мимо пункта допинг-контроля и проходила тестирование в рамках обычного протокола. Мысль о том, что употребление допинга происходило на глазах у стольких людей, вызывает глубокую тревогу, приводит слова Уивер официальный сайт CNN. В своих социальных сетях фигуристка также не обошлась без упоминания Тутберидзе. «Я больше никогда не хочу видеть Этери», написала Кейтлин в Твиттер. Последние слова в адрес Тутберидзе, написанные фигуристкой в социальных сетях, вызывают только недоумение. Если она так хотела оскорбить прославленного тренера, то тогда кем она является? В интернете полно фотографий,
где у Ивер практически такая же прическа, как у Этери Георгиевны. Поэтому прежде, чем оскорблять специалиста, хочется посоветовать спортсменке хотя бы изредка заглядывать в зеркало.